Всем привет! Это очередное видео о написании моего диплома в Венгрии, и в этот раз мы поговорим о том, что такое сложность или же на английском комплексити. Сложность, она бывает двух типов: временная и пространственная. Временная, собственно, описывает то время, за которое выполняется тот или иной алгоритм, и сколько это времени займет, и как это отразится на общей производительности всей программы. Пространственная же сложность определяет то количество памяти, которое занимает алгоритм, который будет занимать алгоритм в памяти при его выполнении. Существует несколько нотаций: О большое от n, омега большое от n и тета большое от n. О омеге и тете мы поговорим попозже, в следующих видео. Сегодня я хочу сконцентрироваться больше на О большом, так как О большая, нотация Big O или О большое, используется, в основном используется для оценки сложности и анализа, для оценки и анализа сложности алгоритмов. Под n мы подразумеваем количество данных или же размер той структуры данных, например, массива, которые мы отправляем в алгоритм, который используется как параметр алгоритма. Сложности бывают разные, бывает линейная O от единицы, то есть не зависит от входных параметров. Бывает O от n, O от логарифма n, n умножить на логарифм от n в квадрате, n в кубе, 2 в степени n и n факториал. Собственно, худшим случаем является n факториал, лучшим случаем является O от единицы, то есть константное время выполнения или же константный объем памяти, который занимает алгоритм в памяти в железе. На заре программирования пространственная сложность была также важна, как временная, но с развитием современных технологий на память стали не так много обращать внимание, но мне кажется, все-таки на это нужно тоже обращать внимание, так как происходят так называемые утечки памяти периодически, и нужно это тоже контролировать. Собственно, это будет ключевой параметр для моей аннотации в дипломе, потому что мне нужно будет проверять, насколько ли заявленная сложность разработчикам соответствует действительности. И как бы все будет строиться, весь анализ, весь статический анализатор, он будет строиться вокруг, собственно, Big O Complexity. Можно также, может быть, в будущем задействовать омега и тета, но это больше теоретически, как с моей точки зрения, по моему опыту, это больше теоретические величины, и в реальности все пользуются Big O, потому что Big O, как надо было, наверное, сказать в начале, Big O – это верхний порог, то есть самый худший случай, который рассматривается. Тета, насколько я помню, это средняя, а омега это низшая. Но, опять же, это будет в следующих видео тоже. И, наверное, на этом я буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь. По ссылке в описании можете поддержать канал. Это ускорит выход новых видео. Также поможет мне улучшать качество роликов. Обязательно посмотрите предыдущие видео из плейлиста, если вы их не смотрели, для более полной понимания картины. Вот, собственно, на этом все. Всем пока, счастливо!